Скажи им всем, вы меня достали. Раз, какая? И раз, и раз. Ты сначала один раз приезжаешь, потом второй раз приезжаешь, потом кажется, ну вот я не приеду и что-то потеряю. С первого дня, как я сюда пришла в прошлом году, у меня была связь, и штандарт меня просто притягивает. Я стала лезть на маршевую площадку, я в прошлом году боялась. Мне просто мама спросила, хочешь ты на паруснике трехмачном покататься? Я ответил, хочу, и так, собственно, попал сюда. Мне мама рассказала про это увлекательное путешествие, мне стало интересно, я почитал, прошерстил интернет по этому поводу и понял, что мне это надо. Ставим грот! Бросили его возле меня, пошел, дал высокий. Паруса ставили, помогали профессиональному экипажу, готовили, драили палубу. Сюда не надо приезжать для того, чтобы отдохнуть и бездельничать, потому что это в корне неправильно на штандарте. Надо работать. Тяжелая работа. Е. Ну что, давайте. Раз, два, три. У нас было много игр в этом году. Спасибо, Боря. Принес целый рюкзак с разными играми, у нас было очень весело. Каждый день мы открывали с ним новую игру. У меня почти 70 игр, как последний раз я считал. Надо? Да, с какими ты? Просто они очень весело с людей играть. Давай, время. Когда плохо чувствуешь, Кушать! Разговаривать. Я объяснял и показывал слово «приблуда». Я на самом деле не очень представляю смысл этого слова, ну как отдаленно так представляю. Когда мне загадали это слово, я такой, чё? Как я это объяснять буду? Ну, на корабле все, кто есть, все, в общем-то, дети. И капитаны, и вахтенные офицеры, это все. Ну, классно поиграть с классными детками, у которых очень умные, такие приятные, развивающие игры, добрые игры. Поэтому получил огромное удовольствие. Про любовь писал. Фамилия писателя, который писал про любовь много романов. Не фамилия. Фамилия. Про любовь писал. Мне понравилась больше всего экскурсия на корабле Гетеборг. Мне очень понравился экскурсовод. Было интересно посмотреть на корабль, тоже похожий на штандарт в каких-то пунктах, но, конечно, очень другой, намного больше, намного объемнее. Сравнить как с нашим, то есть что одинаково, что вообще разное. Самостоятельная экскурсия в Бельтовте по одному из крупнейших фрегатов парусного флота Дании тоже было очень интересно, потому что корабль был внушительных размеров, и настолько все капильно восстановлено, что можно ощутить себя на реальном корабле. Главное не уронить! Я держу! Телефоним! Даем носовой! Телефоним! Нравится это слово.
мне понравилась экскурсия по Копенгагену. Очень красивый город. Я каждому советую приехать в Копенгаген. Экскурсия для детей, то есть не было скучно, там не было там сильно много информации, там историческая, именно как бы показали то, что надо. Ни много, ни мало. Николай Соболев! Мы купались с борта, это было очень круто. Мы остановились, так как корабль шатается, но мы все равно прыгаем. Один! Давай! Готовы? Да. 3, 2, 1! Мы с ребятами давно выдвигали идею пострелять из пушек, буквально перед заходом в каждый порт. Но капитан решил это сделать эффектно, поэтому мы решили выстрелить здесь, в Хельсингере. Мы выдвинули пушки, зарядили их порохом, поставили их на пушпорты и стали ждать. И вот мы пробываем мимо замка принца Датского, который был описан в Гамлете. Замок принца датского от штандарта. Наш громогласный. Салют! Огонь! Залп был настолько мощной силы и настолько быстрый, что, мне кажется, его слушал весь город. Маш, я сама. Блин, ну давай. И раз, потому что он пришел, оторвете нафиг. Оторвете, он пришел, он же маленький. Маленький папа. Мне очень нравится, что за вот эти 3 года, сколько мы этим занимаемся, сложилась некоторая группа волонтеров, которым искренне интересно и очень здорово работать с детьми. Я ужасно им благодарен, они сильно упрощают нашу работу. Они точно так же, как и мы, возятся с детьми, играют с ними, гуляют с ними, могут и умеют с ними разговаривать. Я был в гроте, и моим вахтенным офицером был Миша. Спасибо ему огромное. Это очень хороший человек, который всегда поддержит, всегда расскажет, как надо сделать. Мы его не будем убирать, мы его будем нести. Так и будем, да? Так и будем нести. Ладно, сейчас как-нибудь расположим. Ну, как будете готовы, скажите. Если даже ты ошибешься, он просто скажет, как правильно сделать. Если у тебя есть какая-то инициатива, ты можешь ему высказать, и, скорее всего, он либо откажется от нее и объяснит, почему, и так, чтобы тебе не было обидно, и чтобы ты понял, что действительно так, что это разумно отказаться. Либо примет это и как бы воплотит это в реальность. Он хороший, добрый, смешной, хотя до сих пор не рассказал анекдот про Антоновку. И раз, и раз. Ничего, шаги. Спишь, и тут тебя начинает толкать Маша, которая говорит: «Вставай, вахта». Я была в вахте Бизани, как в прошлом году у меня была вахтенная офицера Ира. Она мне очень помогла. Я боялся сначала вообще лезть. Я первые 3 дня просто сидел и смотрел, как другие лезут. Но потом Ира мне сказала: давай я тебе помогу залезть. Ну, я решил, давай. Потому что одному там было очень страшно лезть. Не хочется быть ни воспитателем, ни нравоучителем, ни жестким солдатом, ни тираном, ни мамочкой. Хочется выйти с ними на контакт, это самое сложное. Я была в вахте ФОКа, у меня вахтенным офицером был Коля. Большой профессионал, и он очень любит море и любит про него рассказывать. Когда он говорит к штурвалу, ну так говорит: Леня, к штурвальчику, пожалуйста. Хорошая музыка играет и веселый всегда. Раз, два, три. Раз, два, три. Штандарт — это очень хорошее место для того, чтобы собраться с силами, с мыслями, с духом, почувствовать себя настоящим матросом на корабле. Я думаю, что в мире вообще все больше и больше идет вот такая тенденция, чтобы детям все можно было. И мне кажется, что это неправильно, потому что человек дальше не знает своих лимитов, не знает, где вот та граница между его свободой и свободой других. То есть свобода – это высшая ценность, но нельзя наступать на свободу других, нельзя наступать в такие места, где другим станет некомфортно. Корабельная дисциплина, она должна как-то закладываться, что бывает и вот так вот. Чтобы в подкорке было, что бывает, что можно поиграть, а бывает, что надо строго. Одна вахта делает все на кухне, приготавливает кушать, другая вахта убирается, третья убирает палубу. И как бы это
ответственность и перенимаешь это тоже в жизнь на земле. У нас была вахта камбуза, там было 30 с чем-то тарелок. И я это очень усердно, очень старался специально, чтобы потом не перемывать. Интересно наблюдать за тем, как меняются дети за это короткое время. Людям не надо приезжать на корабль только тем, кто не хочет трудиться. А те, кто хотят трудиться и хотят в коллективе быть, тем надо приезжать. Дочки очень порадовали своей коммуникабельностью, так как они в прошлом году уже имели какой-то опыт, делились охотно этим опытом с новичками. На штандарте взрослеешь больше, потому что перенимаешь ответственность. В прошлом году я, например, была первый раз, и я не знала ничего, как что сделать, как закладывать, бухтовать. И в этом году я уже более-менее знала что-то, а они первый раз приехали и тоже не знали. В прошлом году мне помогали, а в этом году я им помогала. Почему такой кайф? Я стал гораздо общительнее благодаря штандарту. Самый юный участник в этом году, Коля, он приехал с мамой. Я абсолютно уверен, что в следующем году мы точно готовы брать его без мамы, а через год, в общем, Коля вполне может претендовать на звание вахтенного офицера на корабле. Я Коля, мне 10 лет, я живу в России, в Москве. Я уже 4 года занимаюсь скалолазанием, мне очень нравится лазить. Когда залезаешь на верхние паруса, там просто как бы неудобно лазить по ним. Но потом как бы так я постоянно туда лазила. Когда меня потом зовут и говорят: о, Алиса, полезли наверх. Я такая: не, я не хочу. Потому что, ну, правда, очень сильно устаешь, если каждый день по 3-4 раза туда лазишь. В этот момент важно прицелиться, всегда мы хотим, чтобы она улетела. Ну, мы хотим, чтобы она улетела подальше. Сбоку. Где? Кто? Мачта – это была моя слабость, теперь это моя сильная сторона. Понравилось то, что я получил опыт морской жизни, как меня окатывают соленой водой, когда я стою на шатающейся палубе, как я забираюсь вверх на Марсовую площадку, как я выхожу ночью на вахту, смотрю на звезды. Мне понравилось ночью вахтовать, особенно когда небо без облаков, потому что тогда видно все звезды и вообще, ну, лежишь над звездами, и иногда даже летающие звезды падают, короче, очень красиво. Я насчитал 8 звезд упавших. Я то веревки там тянул, то обедал, то завтракал, то спал, то бежал куда-то, то рулил, то стоял, смотрел на волны, то подпрыгивал, то меня качало, то меня вырвало. Чего там только не было. У нас был один день, были очень большие волны. Мне нравилось стоять всегда на носу и вверх-вниз, вверх-вниз. Я всю дорогу вела, можно сказать, трансляцию в Инстаграм и Фейсбук, потому что у нас все-таки детская группа, и на берегу остались родители, которые волнуются, они отправили детей на корабль. Понятно, что они переживают, им интересно, что происходит, поэтому мы это делаем в основном для них. Я старалась максимально подробно и задорно передавать просто все, что происходило на корабле. Моя мама всегда очень переживает за меня, то, что со мной что-то случится, тем более она знает, что я такая немного безбашенная. Я хочу слазить на мачту. Она, конечно, очень сильно боится, но она знает, что я мальчик, и мне так надо. Мне будет лучше, если я туда слазю. Им самим это интересно, им самим этого хочется, они сами уезжают отсюда счастливые, они вот сейчас договариваются, как они увидятся в следующем году. Наверное, все равно будет немножко страшно, но когда они вернутся довольные и счастливые, я думаю, что уже не будет вопросов о том, чтобы, например, отправить их в следующем году. А главное, что после штандарта их можно отправлять куда угодно. Обязательно, очень обязательно нужно приезжать на этот корабль, потому что этот корабль как уже дом стал. С ребятами тоже, это вся твоя семья стала. Я на корабле уже второй раз, и второй раз мне понравился намного больше, чем первый. Потому что приезжаешь как, ну, домой. Я буду единственным человеком, который приехал в детскую смену на 4-й раз. Конечно, приеду. Тебе тоже надо приедет здесь. Хочешь себе завести больше друзей, узнать что-то о корабле, вообще побыть в море.
то тебе надо ехать сюда. Но если ты, например, хочешь постоянно сидеть там в телефоне, отстраниться от мира, ничего не делать, то тебе тут делать нечего. Я надеюсь, что не последний раз на стандарте, что еще много раз сюда приеду и буду ходить с замечательной командой. В следующем году, скорее всего, мы пойдем в самом конце июня и начале июля. Точно так же на 10-11 дней. Пойдем из Дании, из Копенгагена, пройдем Кильским каналом, из Балтики в Северное море, пройдем по Фрисским островам Северного моря и зайдем во всякие внутренние воды Голландии. Очень хорошо знаем эти места, нам есть что показать, и, наверное, следующий год будет таким для нас особенно важным, потому что предыдущие 3 года мы вместе с детьми куда-то ездили, то сейчас получается, что мы фактически принимаем детей у себя дома.